Всем доброе утро, ребята! Приветствую всех! Рады вас приветствовать на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с товарищем генералом отправляемся на раскопки и двигаемся в Славский район. А погодка, посмотрите, какая мрачная. Хотя по прогнозу дождя не обещают. Облачно и даже солнышко нарисовано, но у нас вокруг сизое небо. Не знают, что будет. Я дождевик взял, генерал сказал, не буду брать, буду под майским дождем омываться, кайфовать, единение с природой ловить. Короче, поедем. Впереди дорога, еще километров 150. Не переключайтесь, подписывайтесь, кто не подписан, пишите ваши комменты, приветственные и сопутствующие. Ставьте палец вверх. Ну а мы поехали за приключениями. Соответственного расположения казематированных помещений в зависимости от уровня грунтовых вод. Идеальным абсолютным командованием просто. О, погодка, ребят. Вот чудеса. Уже травы по пояс, наверное. После таких солнечных дней, после дождя, сейчас просто зелень прет. Цветение бушует вовсю. Мы на месте, ребят. Погода стабилизировалась, небо расчищается. Птицы поют, лягушки квакают. Пойдем к месту, где стоял дом, и продолжим копать стекляшки, а потом пойдем по верхам искать новые какие-то сбросы. Вот они, пошли эти каналы, характерные для Славского района. Вдоль него иду. Первый сигнал хороший. И конина. В накопитель убираем и ползем дальше. Почва песчаная. Вон и стекляшки какие-то гуляются. Будем смотреть сейчас. Печалька. Фигурка оленя была. Весь обломанный. Ни лап, ни рог, ни рогов. Ничего, ни хвоста. Вот он лапки тянет. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Вот он, ребята. Какую-то классную шильду выкопал или крышку с надписями. Надо почистить. Загнутая. В принципе, выпрямить можно будет. Там он еще на усах что-то как будто с той стороны должно быть. А что это такое? Что-то интересное было. А внутри есть там что-нибудь или нет? Орел, походу. Это как горжет какой-то. Блин. Жесть. Ай, блин. Виткен. Мейнде. Что-то. Гемайнде. Виткен. И что-то вот там вот. И вот он, загнутый орел. Я ее не буду сейчас дергать. Ее, конечно, надо поднагреть. И она, по идее, должна выпрямиться. Иначе я ее сломаю просто-напросто. Это то место, ребят. Представляете? Вот тут вот спали парни. Ходили миллион раз. Вот, пожалуйста. Поставил 6-ю программу глубина. Вот вам, пожалуйста.
Ну, при умелом подходе все выпрямится. Находка просто зачет. Сейчас по запчастям выкопал какой-то бытовой прибор горения из Восточной Пруссии. Взглянем на него. Явно какая-то горелка была. И еще куча латуни. Вот тут вот это откручивается. Блин. Вот так вот. Ну что, вот ворошу очередную помоечку. Ребят, помните, генерал лошадь выкапывал? А вот у меня, кажется, и дяденька именно с той лошади. Явно сидел он на коне, а теперь без него. Сейчас попробую почистить, посмотрим, чего от этого француза осталось. Или кто это был. Ни много ни мало дядька серьезный был. И в позолоте когда-то катался. Садись, сиди, наблюдай, как я буду копать. Опять история с цифрой 19 повторяется. Помните, была уже Нойнцен. Вы мне говорили, что это медицина. И вот снова пузырек на эту же тему. Вот еще мелочевка всякая аптечная была. Тут битье с клеймами. Еще один Нойнцен. И даже с этикеткой. Мощный сигнал и бронзовый элемент конины с конской упряжи в кожаный ремень вкручивалась и контрилась с обратной стороны. Мы с генералом пришли к машине чаю попить, и вот он спешит показать вам. Ветер шумит. Вон что он выкопал. Обалдеть. Что еще было? Бутылочки, да? Бутылочки, да. Мундштук. Держите. Цветные сигналы продолжаются. И вот плюшка вылетает. Опять какая-то чаша от какой-то горелки наверняка. Но это еще не все. Кажется, там продолжение. Сигнал идет. Вот она.
Вау. Офигеть. Посмотрите. Честно, я первый раз такую вижу. Это просто шикардос. Класс. Закопался по самые помидоры. И посмотрите, что там. Посмотрите. Посмотрите. Это бидон. Он вверх ногами. И он тяжелый. Опа. Неужели пустой будет опять? Пустой, ребят, опять пустой. Ставьте лайк, пишите коммент, делитесь этим видео, чтобы я когда-нибудь нашел, схрон посуды в Восточной Пруссии, серебро желательно. Абсолютно все ямы за собой закапываются. А почва неплохая здесь, и цинк даже хорошо сохраняется. Ветер раздувает. Генералыч убежал куда-то. Это уже какие-то старенькие дела. Уже попадалось. В виде сердечек таких плетеных бывает. Честно, не помню, что это такое. Бронзовая. Я подвожу итоги, потому что катушка подсаживается. На глубинной программе ходил. Подведу итоги и доедем до генерала. Он ушел дальше. Вот как у меня получилось сегодня. В принципе, я доволен всем. Ну, конинка вот это. Всяческие цветные безделушки. Значок советский. Монет. Несколько штук. Простые пфениги разных сортов и вариаций, как обычно. Вот такой вот олень, наверное, был, скорее всего. Может, косуля. Всяческие огневые дела, назовем их так. Конинки, цветняшки. Вот эта вот корона порадовала вообще. Просто крутая и ручка, видите, какая в виде женщины какой-то. Вот этот всадник, парнишка. Гильза попалась стрелянная, на цветняху забрал пару баночек, велозвонок, стальной, но в нормальном сохране. Ну и более всего, конечно, мне интересно вот эта вот находка. Приеду ее, попробую в горячую воду положить и потихонечку подразогнуть. Не знаю, что получится. Орла хочется того увидеть. Ну, похоже, орел у меня, кстати говоря, есть. Мы его сравним. Может быть, он и придется сюда. Не знаю, что это такое. Вряд ли это со шлема с какого-то. Тут вот черного железа крепление. Непонятно. Посмотрим, в общем, друзья. Ну что, вот так получилось. Копом я доволен. Немного походили. Время обед. Поеду к генералу. Егеря сейчас встретил. Он говорит, что тут все уже перекопано. А генерал какие-то монетки нашел. Ну, топор какой мощный у него. А топоры он любит. Монета. Империя. 2 копейки.
А, нет, 3 копейки. 3 копейки, да? Ага. Монеты тут попадаются. Российская империя. 3 копейки, да. Цветнятина всякая. Петушатина. Ступичная гайка. Цветное все. И это цветное все. Зачет. Мы отправляемся в сторону дома, друзья, как обычно, через Чебуречную Толпаки. Но вы не переключайтесь, потому что я попробую выпрямить это, блин, я даже не знаю, как назвать этот предмет, находку эту. Ну, это какая-то, я думаю, идентификационная какая-то бирка, типа жетон служащего какого-то. Я так ввел в перевод. Там, по-моему, общественный служитель написано. Ну вот сверху. И там сообщество какое-то еще. Наверное, название поселка. Наверху написано. — 1907 год. Посмотрите, ребят, красотища какая. А запах сладкий какой. Нюхайте слабо. Запах сладкий. Слаб, да, прям? О, какой сладкий. Разогнул я в одном месте, в принципе, нормально, никаких трещин новых не появилось. Вот здесь я разогнул, эта трещина была. Держался он, скорее всего, на игле, носился, возможно, может быть, как шеврон, я не знаю. Посмотрите, как получилось. Больше я его не хочу трогать, вот пусть так и будет помято, антуражно. Орел, смотрите, как голову сложил, лапы загнул. Вот такую вот. Кстати говоря, поселок Виткин. Ну, копали мы совсем не в том поселке. Достаточно далеко. Ну, возможно, вот этот человек, обладатель этого жетона, я не знаю, звания, он проживал там, где мы копали, на отдаленном хуторе. То есть он относительно одиночный и отдаленный. Находится, ну, я не знаю, километров, может, 10-8 от этого самого Виткина. Так что вот так вот получилось. Общественным служащим считался штатный или совместительный служащий города или муниципалитета, задачей которого было устное распространение официальных объявлений, а также других вопросов на местности. Поскольку общественные служащие часто носят с собой колокольчик, чтобы привлечь к себе внимание, в некоторых районах их также называли глашатаями или зазывалами. Благодаря этой функции соответствующий общественный деятель был известной личностью. Во многих местах доставка официальных писем и других административных документов также входила в обязанности общественных служащих.